Высокоточный прилет и уничтожение пункта управления. Каковы потери? Предупреждение из Москвы и взрывы в Киеве. Кремль заявил о готовности нанести удар по Украине. Зеленский приехал под Донецк и пожелал ВСУ победы. Визит на линию фронта. Литва планирует заминировать границу с Белоруссией и Россией. В ход пойдут противопехотные и противотанковые мины. Варшава заявляет о планах ЕС стать сильнее России. Смена власти в Украине. Вашингтон уверяет, что Киев готов к выборам, а Трамп захлопывает дверь к секретным данным. Байден, Клинтон и Харрис в черном списке. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Протесты охватили всю Турцию. Страну продолжает трясти. Накануне полиция доставила мэра Стамбула Экрема Имамоглу во дворец правосудия, где он дал показания перед прокурором. Вместе с ним на допросе оказались еще более 90 человек, которые также являются подозреваемыми в деле, которое оппозиция называет сфабрикованным. Действия власти, как вы помните, были кардинально восприняты турками. Те массово вышли на улицы в самых больших городах страны и не только. Произошли столкновения с полицией. Задержаны как минимум 350 протестующих. Эрдоган уже несколько дней подряд выходит с обращением к народу. Часто он свиреп и заявляет, что не позволит протестам разгореться. То, что происходит на улицах Турции, он называет попыткой давления на полицию и суды. В МВД страны уже дали понять, что никого не пощадят. Республиканская народная партия пыталась спровоцировать нашу нацию на эту коррупционную операцию. В течение 4 дней они делали все возможное, чтобы нарушить спокойствие в стране и поляризовать наш народ. От оскорблений любого, с кем они сталкиваются, до нападений на наших полицейских, которые всего лишь выполняют свою работу, от запугивания наших судей, расследующих сообщения о коррупции, до подавления народного волеизъявления с помощью уличного терроризма. У них есть все. Напомню, Имамоглу, представляющий оппозиционную РНП, был задержан 19 марта. Его обвиняют в коррупции, взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, до прихода во власть он возглавлял преступную группировку, а после избрания создал новые подструктуры для продолжения незаконной деятельности. Имамоглу отвергает любые обвинения в свой адрес. Высокоточный удар и уничтожение пункта управления российской пограничной заставы. Украина заявляет об уничтожении такого объекта в Глотово, Белгородской области. В украинском генштабе говорят, что удар был нанесен 21 марта и стал успешным, несмотря на всю маскировку россиян. Заявляется, что уничтожены средства связи и техническое оборудование. Российская сторона не подтверждала потерь. Тем временем Россия в ночь на воскресенье снова нанесла массированный удар по объектам в Украине. Мониторинговые каналы фиксировали десятки ударных БПЛА в небе. Гремели взрывы и в Киеве. За несколько часов до этого в Москве обвинили Киев в нарушении частичного режима прекращения огня и угрожали нанести ответный удар. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс. Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный. Зеленский тем временем приехал под Донецк. Кадры его визита на фронт накануне разлетелись по сети. Заявляется, что он посетил командный пункт тактической группы «Покровск» и встретился с командирами линии дронов. Помимо этого приехал к известной стеле с надписью «Донецкая область». Это визитная карточка региона. Сейчас она прикрыта сеткой, ее неоднократно пытались разбить россияне с помощью FPV-дронов. Там он сделал обращение к военным. От имени Украины, от имени всего украинского народа, спасибо вам за то, что вы защитили нашу страну, за то, что вы стоите стойко и твердо. Желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья. Это очень важно. Желаю вам победы. Спасибо за вашу службу. Слава Украине! В то же время Зеленский никак не прокомментировал пока заявление спецпосланника Трампа Стива Уиткофа, который уверяет, что Зеленский согласился на выборы в Украине. О необходимости смены власти Вашингтон говорит не впервые после прихода новой администрации в Белый дом. Давайте послушаем.
Как вы думаете, Зеленский? Вопрос о Зеленском. Я думаю, о Зеленском можно сказать хорошие вещи. Думаю, у него есть определенное мужество, которое я уважаю. Думаю, украинская армия действительно храбрая, но обречена, потому что они воюют с гораздо более крупной страной. Они не победят. Но я думаю, что они ведут себя доблестно. Российская позиция заключается в том, что он не был избран, и поэтому они не могут подписывать с ним никаких соглашений. Вы думаете, в Украине будут выборы? Да, они будут. Да, они согласились на это. В Украине будут выборы. И я согласен с вами. Думаю, Зеленский старается изо всех сил. Думаю, он в очень-очень сложном положении, потому что противостоит ядерной державе, а также стране, чье население в 4 раза больше, чем у него. Поэтому он должен понимать, что его в конечном итоге измотают. Сейчас для него лучший момент заключить сделку. Президент Трамп может предложить ему наилучшую возможную сделку, которую он когда-либо получит. Напомню, что Зеленский буквально несколько недель назад говорил, что его тяжело будет убрать, но он готов уйти, если Украину возьмут в НАТО. Подписчики из Украины, а как вы считаете, нужны ли Украине выборы и пройдут ли они в ближайшее время, до подписания мирного соглашения с Москвой, на что намекает Уитков? Поделитесь мнением в комментариях. Кстати, посланник Трампа также заявляет, что сейчас обсуждается вопрос статуса украинских регионов, которые были захвачены Россией. Кроме того, НАТО Украине не светит. Зеленский и Ермак почти признали это. Трамп может скоро встретиться с Путиным, а Россия все же не собирается нападать на Европу. В этом уверен Уитков на 100%. Несмотря на такие заявления представителя Трампа, Европа готовится к возможному нападению. Например, Польша потратит 10 миллиардов злотых на защиту от угроз со стороны России и Беларуси. Дональд Туск и министр обороны побывали на польско-белорусской границе, чтобы проверить Восточный щит. Это масштабный оборонный проект за $2,5 миллиарда. В ЕС имеют крайний срок, до которого все должно быть готово. Это 2030 год. Именно к началу следующего десятилетия Европа хочет быть готова к возможной войне с Россией. НАТО предупреждает, Москве хватит 5 лет, чтобы восстановить армию после Украины. При этом США могут оставить Европу без защиты. Европа больше не надеется на Вашингтон и срочно усиливает оборону. Нам пришлось сломить сопротивление некоторых стран ЕС, столица за столицей, они медленно сдавались перед силой нашей аргументации. Была такая суета, что мы не догоним Россию. У нас нет шансов, как у Европы, потому что они тратят намного больше, и у них гораздо больше армия и так далее. И из-за этого торопиться некуда. Наш аргумент, как и шведский и датский, был очевиден. Чем больше у России сегодня преимуществ, тем больше нам нужно торопиться. И тот факт, что без всяких обсуждений мы, наконец, как Европейский Совет, приняли обязательство, что к 2030-му Европа должна получить полный оборонный потенциал. По нашему мнению, к 2030-му Европа должна быть с точки зрения армии, оружия, технологий явно сильнее России, и так и будет. Тем временем Литва, равно как и Польша, планирует заминировать границу с Россией и Белоруссией. Речь идет о нескольких уровнях укреплений, которые в том числе будут включать в себя противопехотные и противотанковые мины. Трамп ударил по оппонентам. Харрис и Клинтон теперь лишены доступа к секретам США. Американский президент продолжает расправляться со своими политическими противниками. Теперь он подписал меморандум, который лишает доступа к секретной информации сразу несколько известных демократов, включая Камалу Харрис, Хиллари Клинтон, а ранее он уже нанес такой же удар по Байдену. Но и это не весь перечень тех, кто попал в черный список. Кроме бывшего президента Байдена и его вице-президента Харрис, доступа уже лишены Энтони Блинкен, бывший госсекретарь США, Лиз Чейни, экс-республиканка, критиковавшая Трампа, Джейк Салливан, бывший советник Байдена по нацбезопасности, Фиона Хилл, эксперт по России, работавшая в Совете нацбезопасности при Трампе. Традиционно бывшие президенты и высокопоставленные политики сохраняют доступ к разведывательной информации, чтобы в случае необходимости консультировать действующую администрацию. Что думаете о таком шаге Трампа? Вы бы лишили своих оппонентов такого доступа? Напишите в комментариях. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.